Платное ли участие на шоу «Танцы ТНТ»? Конечно. Проплачивал, объедаюсь сладкими булками и всем и закусываю еще, запиваю каким-нибудь лимонадом. Все, мне нравится стрим. Ради меня. Сделать детский танц на ТНТ. У меня ботокс в губах, в попе. Ребята, всем пиз, с вами Крис, и сегодня мы снимаем ваш долгожданный вопрос-ответ. Вы мне задавали вопросики в Инстаграме. Вот, по танцу на ТНТ. Постараемся на все ответить, там как бы. Поехали. Итак. Кстати, еще подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылочка будет в описании. Кристин, привет. Волновалась ли перед выступлением? Да, волновалась. Когда вышла на сцену, волновалась. Начала танцевать, уже в танце ты больше думаешь о танце и перестаешь волноваться. Плохо тот артист, который не волнуется, да? Да. После танца я уже не так волновалась, все, если в танцах я уже. Давай, кому в команду хочешь? Кому в команду хочу? Нет, я скажу, что я со всеми, с каждым из них это уже круто очень поработать, я уже в танцах, и с каждым из них, если поработать, это уже как бы победа. Поэтому, я думаю, со всеми будет интересно, у всех хорошие хореографы. Чего ты? Чего? Чего, со всеми интересно, у всех хорошие хореографы. Вот, Сложно было пройти кастинг на телевидении? Вообще получилось так, что мы изначально пришли на взрослый кастинг, который проходил тут. Меня, в принципе, можно сказать, что меня отобрали через взрослый кастинг, хотя всех детей просто отбирали по видео. Вот. А что там был за вопрос? Тяжело было проходить этот кастинг? Ну, понятно, что нелегко. Но я пришла... Ты импровизировала? Я пришла, когда кастинг был, и пришла, мы с ним чуть-чуть поговорили, я станцевала. Вот. Потом они попросили, так как у меня номер с элементами гимнастики, они попросили еще станцевать, мало ли что-то еще. И я поимпровизировала, все, они сказали, да, хорошо. Отправили в ожидание, так как по возрасту сказали, что будем спрашивать, и, видимо, после этого они увидели, что я крутая. И они сделали детский танц на ТНТ ради меня. Сомневаюсь. Пойдешь ли на взрослые танцы на ТНТ? Я думаю, что в следующем году, может быть, получится. Если нет, то если они будут еще существовать, то приду в 16 лет. Любимый стиль танца? Да мне нравится многие, мне нравится контемп, джаз-фанк. Раньше занималась волом. И люблю хип-хоп, хореографию больше женскую. Не жуткую, а женскую. И, стрип можно уже говорить, что я хожу, мне нравится стрип. Мы выкладывали в Инстаграм. Все, мне нравится стрип. Много участников было? Скажи. Кастинги мы вообще пришли вне очереди, никому не говорили об этом, просто пришли и первые зашли. Но, Проплатили, как всегда. На съемках взрослых было много, детей не так много, потому что уже отобрали по видео из 2000, не знаю, нас было человек 22, что у нас было 23, немного. Я была 16-я, правда, тянулась, это... Дальше больше ничего говорить. Кристин, как проходили все кастинги? Был ли Тимофей с тобой? Нет, так получилось, что Тимофея не было в этот момент со мной. Он уезжал, я была с мамой. Проходили все кастинги хорошо, кроме первого просмотра, а все остальное было круто. За сколько можно сесть на поперечный шпагат? Ну, я тоже думаю, что это зависит от физиологии человека, но если стараться... Я даже не помню, за сколько я села. Но я была совсем маленькая, мне кажется, маленьких легче растягивать, у них еще мягкие мышцы. Если взрослый человек, я не разбираюсь. Лариса, Можно побольше видео и фоток с танцев? Будет больше лайков, будет больше видео и фоток. Это все от вас зависит. Расстраиваешься, когда Тима ругает тебя? Да, иногда да. Я считаю, что иногда он очень сильно ругает меня. И я так обижаюсь, сначала думаю, все, больше не буду разговаривать с ним. Бывает, но очень редко. А так нет. Большинство по существу. Но иногда мне кажется, что нет. А на сколько процентов была уверена, что тебя возьмут в танцы? Не знаю. Во всяком случае, я очень сильно переживала, потому что мало ли им что-то не понравилось.
понравитесь и так далее. Я Да не могу... нифига ты не была уверена, что тебя возьмут? Я был Нет, уверен. нет, я не была, я же говорю, что я волновалась, переживала, что меня не возьмут, я не была уверена, что нас не возьмут. Было очень страшно, я помню. Ну, я и говорю, мне было очень страшно. Я и сказала. Скажу, что 40%, наверное. Хотела бы поступить в Академию хореографии? Если буду поступать, да. Ну, хотелось бы, наверное, поступать все-таки не в России. Но вообще я еще думала о карьере актрисы. Почему нет? Что вы не задаете? Все стили танца умеешь танцевать? Наверное, не умею я. Крамп. Крампи не умею, я другое показываю. А ты какое показываешь? Тун-тун-тун. Что это такое? Нет, ну я стараюсь развиваться во всех стилях. А, кстати, я еще не сказала, что я еще танцую хаус. Ну, не танцую, но начинаю танцевать, развиваюсь. Папинг. О, папинг, точно же. Недавно стала ходить я на папинг. Некоторые, кто подписаны на меня в Инстаграме, уже видели историю, как я недавно, да, вот, начала танцевать, ходить на папинг. Да, Низам супер, мне очень нравится, он очень классный педагог. Какую музыку любишь слушать? Да любую. На самом деле мне нравятся и русские исполнители, и русские исполнители, все. Но, если честно, я не очень люблю, наверное, оперу. А что я правду говорю? И рок жесткий, ну тоже не люблю. Много я не могу слушать. Ты танцуешь контемпорари? Да, я уже сказала. Вообще я начинала с этого стиля. У тебя есть собственные диеты? Может, есть какие-то секреты по еде? Нет, я не сижу на жестких диетах, иногда можно себе попробовать съесть шоколадку, но тоже и не объедаюсь сладким и булками, и всем закусываю, еще запиваю каким-нибудь лимонадом. Просто для себя поддерживаю форму. ОФП или растяжка спрашивают? ФП или растяжка? Даже не знаю. Не скажу, что мне и то прям очень нравится, но это надо. И растяжка полезная, и ФП. Обычно мы делаем и ФП, и растяжку понемногу. Как пришла идея поучаствовать в шоу? Да никак. Мы в прошлом году пробовали, но совсем была маленькая, что-то начинала танцевать. Ну, даже не знаю, просто захотелось попробовать. Почему бы нет, пришли, попробовали, что, прошла. Какой трек ты танцевала? Я выступала под елку. Трек называется «Один в поле не воин». Да. Платное ли участие на шоу «Танцы ТНТ»? Конечно. Да ну нет. Не проплачивал никто, все честно, по таланту и так далее. Да. Ты на кастинге познакомилась с ребятами? С каким? Ну, которые с тобой кастинг проходили? Дети? Да. С некоторыми, да, со всеми нет, но там же были совсем маленькие, это как бы я познакомилась с одной девочкой, которая говорит, что смотрели выпуск. Папин танцевала, я с ней познакомилась, и с еще одной девочкой, бальницей. Арина, да, но я просто не сказала. Вот здесь девочка бальница, Лиза ее зовут. Танюшей. Я с Анюшей даже обнялась. И с Мигелюшкой. А с Егорушкой нет. В выпуске на «Танцы на ТНТ» там Егор в конце пытался задать вопрос. Как Да. ты думаешь, что он хотел спросить? Ну хорошо, что он меня хотел спросить, потому что у меня был такой мандраж. Я не знаю, что он хотел спросить, есть вероятность, что про гимнастику, а может быть, даже не знаю. Не знаю. Правда, что к гимнасткам так себя относятся? Гимнасткам, да. Относится так себе, мне кажется, особенно Мигель. Почему-то. Ну, в каких-то выпусках проходили гимнастики, а потом, да или сам когда-то были, уж не говорю. Ты рада, что тебе «да» сказала Татьяна Денисовна? Да, ну я рада, что я сейчас сказала, да. Но вообще, я, если честно, ждала все-таки, у меня такая реакция была, когда я сказала, что я ничего не поняла. Потому что я думала, что мне еще Мигель что-нибудь скажет, Егор что-нибудь скажет. Она мне сразу крикнула. Я очень рада, что она мне сразу крикнула, потому что я думаю, я бы ничего не ответила. Как ты попала на танцы и какие навыки там нужны? Я просто танцами уже 11 лет занимаюсь, это может быть. Да, мы пришли на кастинг. Ну, наверное, надо какие навыки? Надо уметь танцевать, наверное, все стили, ну, по крайней мере, по чуть-чуть развиваться в каждом стиле и танцевать уметь.
Да, вот я не знаю. Вот сказала. Развиваться в стилях, потому что мало ли вас попросят танцевать джаз-танго, вы такие, я тут контем. Я скажу, ну что ты тут делаешь? И все. Кар, что ты тут делаешь, да? Да. Надо танцевать. Неумешка. Перемешка. Есть желание переехать в будущем в другую страну? Если да, то в какую страну? Может быть, я хочу, когда уже это после школы, учиться в Америку. Но это, конечно, еще не точно, но хотелось бы. Не жалеешь о Коре? Тоже интересно, когда мне только сделали, мне очень нравилось, да. На следующий, первое время, понятно, что я не понимала, как было лучше, я еще не привыкла просто к такому. Но сейчас мне очень нравится, нет, я вообще ни разу не пожалела, я думаю, что, может быть, и в дальнейшем я так и буду стричься какое-то время, там, не знаю, если пока не надоест, потом отращу. Как зовут твою лучшую подругу? Лучшую подругу мою зовут Ксюша. Тупой вопрос просто. Извините, пожалуйста, я прям даже в кадр зайду. Это просто наитупейший вопрос за всю историю нашего YouTube-канала и вообще за всю историю. В общем, задает это, пожалуйста, вот будет скриншот, прям, чтобы все знали, что это за тупые люди. У тебя ботекс? У тебя ботекс? Это у тебя ботекс вместо... У меня ботекс в губах, Как в его? попе, везде. Как это? За место мозгов, короче. Ботекса у меня нет. У меня природный красивый губ. Другого просто, я извиняюсь, конечно, за то, что я там, может, кого-то оскорбил, но по-другому я Да, так не нормальный любой, кто делает, я не знаю, ботокс, закачивает губы, они не будут делать ребенку ботокс, это зачем надо. Ребята, это было все, постарались всем, кому смогли, ответили на интересные вопросы, на дурацкие монетки. Вот, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, чтобы видеть, не пропускать наши видео, а то YouTube может их и не показать вам, и все. Красную кнопочку нажимать, чтобы она стала серой. И все. Всем peace, с вами была Карина.